Всем привет! Сегодня приготовим 3 вкусных и простых ПП-завтрака в аэрогриле. Наивкуснейшие ватрушки, запеченный тост с сыром и творогом и нежную запеканку с персиками. Для начала приготовим очень вкусные, простые и полезные ватрушки в аэрогриле. Конечно, этот рецепт можно адаптировать и готовить в духовке. Вы сами решаете, как и где вам готовить. Обязательно заглядывайте в описание, там вы всегда найдете полный список ингредиентов для рецептов, которые я показываю в видео. Я использую творог 500 грамм жирностью 9%, добавляем к нему одно яйцо и сахарозаменитель, у меня он натуральный, стевия с эритритом. Добавляем рисовую муку к нашей творожной массе. Еще раз повторюсь, заглядывайте в описание для точных пропорций. Все хорошо перемешиваем. Если масса слишком густая, добавьте совсем чуть-чуть молока. Проверить консистенцию массы можно просто слепив небольшой шарик, сделав как бы такой сырник. Если он хорошо лепится и держит форму, то это та консистенция, которая нам необходима. Масса не должна быть слишком твердой, иначе они будут очень сухие. Также она не должна быть жидкой, потому что должна держать форму. Я кладу в аэрогриль обычную силиконизированную пергаментную бумагу для духовки. Мне такой вариант нравится больше всего. Это нужно для того, чтобы в ватрушках не появлялись дырочки от аэрогриля. И так гораздо чище и удобнее готовить, на мой взгляд. Можно приплюснуть немного ватрушки стаканом. Я формирую маленькое углубление рукой, мне так удобней. У меня аэрогриль 21 см на 21 см чаша, 5,5 литров, туда помещаются 4 таких ватрушки среднего размера. Ставим в аэрогриль на 170 градусов 10 минут запечься. Вот так по окончанию времени выглядят сырники, они схватились, но не до конца готовы. И я покажу несколько вариантов, как по мне, полезных и простых наполнений ватрушки. Первый вариант: мы используем творожную массу, у меня она уже готовая. Если у вас такой нет, просто берите творог, разбавьте немного йогуртом греческим или обычным йогуртом, или молоком, растительным или обычным, сделайте его немного жиже. Можно туда добавить натуральный сахарозаменитель. И сверху выкладываем ягоды. У меня замороженные ягоды, здесь остатки черники и совсем чуть-чуть малины. Раскладываю несколько кусочков в каждую из ватрушек. И отправляем наши начиненные ватрушки опять на 170 градусов, еще примерно 7-10 минут. И вуаля, вкусные ватрушки на завтрак готовы. Эти ватрушки понравились всем, но особенно моему мужу. Я была удивлена, потому что он не любит рецепты ПП от слова совсем. Из данного количества творога у меня получилось 7 ватрушек, и во второй заход аэрогриля я готовлю оставшиеся 3. Их можно примять, вот как я показываю в видео, таким черпачком или дном стакана. Но, как по мне, удобнее формировать углубление и делать круглую форму, аккуратную, именно руками, не стаканом. Повторяю все те же действия, ставлю на 170 градусов 10 минут. Поскольку творожная масса у меня закончилась, покажу второй вариант наполнения ватрушек. Тоже очень полезный, но этот вариант более жидкий. Кладем в мисочку греческий йогурт, он более плотный. Добавляем любой подсластитель. Я использую сироп топинамбура. Можно использовать мед. Все, наша начинка готова. Я думаю, что можно добавить 1 чайную ложку или даже пол чайной ложки кукурузного крахмала, чтобы начинку, крем сделать более плотным, чтобы он не растекся в ватрушке. Все зависит от того, какой вы используете подсластитель. Если он не жидкий, йогурт у вас очень плотный, густой, то масса растекаться не будет. Во второй вариант я кладу половинки черешни свежей. Наша вторая порция ватрушек готова. Они получаются очень вкусные, нежные, не сухие. Обязательно попробуйте приготовить такую вкусняшку на завтрак. Всем приятного аппетита!
Второй вариант завтрака подойдет тем, кто не любит сладкие завтраки. Это тост с творожно-сырной массой. Получается очень вкусно, шапочка подрумянивается, это сытно и полезно. Я натираю сыр, не скажу сколько грамм, натираю на глаз. Добавляем упаковку творога. У меня такой творог обычный в брикете, 180 грамм. Можно добавить любую зелень. У меня в холодильнике нашлась измельченная зелень, петрушки, укропа. Вкусно будет добавить зеленый лук. И добавляем одно яйцо. Паста должна получиться не слишком жидкой, такой кремовой. Берем любой хлеб, у меня цельнозерновой, и раскладываем ложкой нашу массу. Я люблю, чтобы начинки было много, шапочку делаю большую, но данной массы хватит на 4 больших тоста. Я же делаю 2 тоста из белого цельнозернового хлеба, и я очень люблю настоящий ржаной хлеб, покупаю такой твердый, с хорошим составом, и один кусочек разделила я на 2 части. Также делаю шапочку. Получается очень вкусно, и с черным хлебом мне понравилось даже больше. Я думаю, что такой вариант зайдет тем, кто так же, как и я, обожает просто ржаной настоящий хлеб. Выкладываю в аэрогриль без бумаги, чтобы низ хлеба подрумянился и был также хрустящим. Тосты ставим в аэрогриль на 180 градусов 7-10 минут. Все зависит от того, насколько зажаренную корочку вы хотите получить. Низ получается не слишком зажаренный. Я думаю, это зависит от того, какой аэрогриль вы используете. Мой не слишком печет низ. Вот такой вкусный завтрак с шапочкой, полезный, белковый у нас получился. Всем приятного аппетита! Напишите в комментариях, если попробуете приготовить такой вариант, какой же вам понравился больше, с обычным белым хлебом или с ржаным. Я определенно осталась в восторге от варианта с ржаным хлебом. И последний вариант завтрака. Этот вариант понравится очень детям. Он готовится очень просто, быстро. Приготовим вкусную кремообразную запеканку. И да, в данной запеканке вас может смутить один ингредиент. Сразу скажу, что он не полезен. Это обычная манка. Она не полезная, я бы сказала, даже вредная. Но отличной альтернативой в данном рецепте может послужить кукурузная мука. В день, когда я готовила, у меня не оказалось кукурузной муки, но была манка, поэтому я сделала такую замену. Но хочу поделиться с вами рецептом, потому что запеканка получается очень вкусной и кремовой. Поэтому смело используйте кукурузную муку, если она у вас имеется в такой же пропорции. Для рецепта нам нужно смешать ингредиенты: яйца, кефир, творог. В качестве подсластителя я буду использовать сироп топинамбура и немного сливочного масла. Для данного рецепта эту массу нужно взбить блендером, чтобы она была такая прям кремовая, жидкая. Можно добавить любые ягоды, можно добавить изюм. Я же добавляю остатки персика, которые у меня были, дети их не съели, поэтому добавляю внутрь. Получилось очень вкусно. Все с радостью съели это на завтрак. Выкладывайте запеканку вот в похожую форму, как у меня. У меня силиконовая с отверстием посередине. Таким образом она приготовится равномерно. Если у вас такой нет, используйте, например, железную форму, невысокую. Или поделите это тесто на маленькие порционные формочки для маффинов. Тогда вы избежите проблемы, что запеканка сырая. Ставим запеканку на 190 градусов сначала 5 минут. После 5 минут вы увидите, что она немного схватилась, застыла, но внутри все такая же сырая. И мы ставим на 170 градусов 20-25 минут. Смотрите по тому, насколько аэрогриль у вас мощный. Запеканка идеально пропекается.
Даем ей остыть и вытаскиваем из формы. У меня в одном месте запеканка немного прилипла. Чтобы такого не произошло, если вы не уверены в вашей форме, то смажьте ее сливочным маслом или любым другим маслом и присыпьте, например, той же манкой или кукурузной мукой, чтобы запеканка отошла хорошо. У меня же форма это хорошая, но именно в том месте, где были, видимо, персики, она прилипла. Как вариант, в запеканку можно использовать пшенную крупу или же паленту, то есть кукурузную крупу, не муку. Используйте примерно в такой же пропорции. Смотрите, чтобы тесто не было плотным, а более жидким. Тогда запеканка будет кремообразной. Посмотрите, какая кремообразная она получается, очень вкусная и никого не оставит равнодушными. Поделитесь в комментариях, если вам понравились данные рецепты и вы их будете готовить, может быть, вы готовили похожие рецепты. Я вам благодарна, что вы досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, а мы с вами увидимся в новом видео. Пока-пока!